Друзья, всем привет! С вами Орукс, канал StableDiff. Сегодня речь пойдет у нас о LTX Video. LTX Video – это видеогенератор с моделью 2B. 2B – это 2 миллиарда параметров. Сейчас уже на данный момент существует COC видео с 5 миллиардами параметров, то есть 5B. И там генерации, конечно же, по качеству получше. Но по времени генерации на LTX видео в десятки раз просто быстрее. На видеокарте 4090 генерация происходит практически в реал-тайме. Соответственно, на видеокарте там 3060 будет тоже приемлемое время. И потребление, кстати, видеопамяти тоже небольшое. Для LTX видео на данный момент существует несколько схем для генерации. Одна схема с PixArt – это клип-модель, а вторая схема с T5 моделью, например, от Flux или от SD3. Вторая схема, она предпочтительнее, потому что вам не придется скачивать эту модель PixArt, которую вы, в принципе, нигде больше использовать не будете, а T5 модель, которую вы используете для Flux, она вполне подойдет для вот этих вот генераций. И более того, у вас потребление видеопамяти будет меньше, и качество генерации будет, на мой взгляд, лучше на этой модели. То есть вам придется скачать только одну генеративную модель LTX Video, которая весит около 10 гигабайт, этого будет достаточно, и схема достаточно будет тоже простая. Также я вам сегодня еще покажу бесплатную LLM модель Qwen 2.5 на 72 миллиардов параметров, которую вы можете использовать без всяких VRN, и покажу системный промпт для того, чтобы она генерировала вот такие вот подсказки для LTX видео. Друзья, если вам интересны нейросети, в частности веб-интерфейс Automatic Forge Config, то вас приглашаю на свои курсы, где у меня системные уроки для того, чтобы получить полное понимание, как работать с этими веб-интерфейсами. Также на этих курсах у меня предусмотрены проверки домашних заданий, закрытый телеграм-чат для поддержки и также стримы, которые проходят еженедельно по пятницам в 19:00. Для более подробной информации вы можете перейти на сайт stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео, там же есть контакт администратора, если вам будет что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы, а теперь давайте продолжать. Сегодня я не буду начинать с установки Config, это вы можете посмотреть вот в предыдущем посте, вот здесь вот FaceSwap, здесь чуть ниже есть инструкция для Config и есть установка Config с Python 3.11.9. Это более правильный вариант установки на данный момент, потому что с Python 3.12 не все расширения поддерживаются. Но тем не менее, если у вас установлен Python 3.12 уже на данный момент, то у вас не должно быть проблем с узлами LTX. Они должны работать и на Python 3.12. Сегодня я буду опираться на вот этот вот пост. Это не мои схемы, поэтому ссылку на эти схемы и на вот эту вот страницу я приложу в описании под этим видео. Так что можете сюда перейти. Здесь есть информация и по установке, и по тому, где скачать эти модели. Но тем не менее, я сейчас вам покажу, какие модели вам понадобятся. Дополнительно на Boosty я, естественно, приложу полную инструкцию по установке вот этого вот расширение, то есть что вам нужно сделать, какие шаги и какие ссылки, то есть все будет прям по порядочку. Вам придется перейти на вот эту вот ссылку и здесь скачать вот эту вот модель на 9,4 гигабайт. Нажимаем по вот этой стрелке, загружаем эту модель. После этого переходим в ваш Config, в папку Config, в папку Models. И здесь переходим в папку Checkpoints. Я здесь создал отдельную папку, которая называется LTX Video, чтобы не перепутать просто с другими моделями. И сюда поместил вот эту вот модель. Рабочие процессы вы можете скачать на вот этой вот странице. Ссылку я приложу, естественно, и под этим видео, и на Boosty. И также вы можете скачать рабочие процессы на Boosty. Я их там тоже приложу, на всякий случай, если они отсюда каким-то образом удалятся. И после того, как вы скачаете рабочие процессы, их у вас будет два. Один рабочий процесс – это Image to Video, а второй рабочий процесс – это Text to Video. Вы просто вот так вот закидываете этот рабочий процесс вот сюда вот, и у вас вот такая вот схема получится. Давайте посмотрим, что в этой схеме есть. Друзья, после того, как вы закинули вот так вот схему, у вас, возможно, некоторые узлы будут красного цвета. В этом случае вам нужно нажать по менеджеру, нажать Install Missing Custom Nodes и вот здесь вот нажать по вот этому квадратику, чтобы выбрать все необходимые узлы, которые нужно установить. Далее нажимаем кнопку Install. Сейчас она здесь не показана, потому что узлов нет. И после того, как все узлы установятся, нажимаем красную кнопку Restart. Она появится после установки этих узлов. У вас интерфейс Config перезагрузится, и после этого у вас узлов, по идее, красных быть не должно. Но если у вас есть красные узлы, в этом случае переходим по вот этой ссылке, нажимаем здесь зеленую вот эту кнопку, нажимаем здесь копировать. Возвращаемся обратно в Config. Здесь нажимаем опять же по менеджеру, открываем Install via Git URL и нажимаем здесь Ctrl-V, чтобы вставить эту вот ссылку.
У вас должен быть, по-моему, установлен гид, но его установка, она будет в процессе установки Config. То есть на тот пост, в котором есть установка Config, я вам скину, естественно, ссылку. На Boosty вы сможете пройти все этапы, там гид тоже ставится, там ссылка есть. Нажимаем ОК и устанавливаем вот эти вот узлы. После этого перезагружаем веб-интерфейс с помощью Restart, и после этого у вас уже красных узлов точно быть не должно. То есть LTX узлы после этого точно установятся, но возможно на тот момент, когда вы это будете ставить, у вас они и так установятся с помощью Install Missing Custom Nodes. Первое, что вам нужно сделать, это здесь загрузить модель Clip. Clip здесь можно брать от Flux. Я взял, например, T5 модель. Можно FP8, кстати, брать спокойно. И также можно еще подгрузить GGUF загрузчик и поместить туда модель Q4, например. Далее, вот здесь, вот в этом вот Low Checkpoint вам нужно будет как раз таки загрузить модель LTX Video. Вот так вот берем и перевыбираем ее на всякий случай, потому что у вас, скорее всего, путь до этой модели может оказаться другой. Также и до модели Flux T5 тоже у вас путь, скорее всего, будет другой. Поэтому обязательно перевыбираем эти модели. Еще один момент, у вас, скорее всего, может не оказаться вот здесь вот в загрузчике клипа вот такого вот варианта ITXV. Если у вас его нету, то в этом случае вам нужно обновить Config. Как это сделать? Вы можете перейти в менеджер и нажать здесь Update Config. Если после обновления Update Config у вас не обновился вот этот вот узел, не появились вот эти вот типы моделей, то в этом случае зайдите в папку Config, откройте ее, зайдите здесь в папку Update и обновите ваш Config с помощью файла update.config.bat. Если у вас были символические ссылки, не забудьте папку Models заново закинуть символической ссылкой, а ту, которая создалась, удалить. С загрузкой чекпоинтов мы разобрались, теперь давайте посмотрим на дальнейшую схему. А дальше у нас используются подсказки, негативный промпт здесь используется, его можно в принципе не менять. И можно вот только пользоваться позитивным промптом. Позитивный промпт в себе должен содержать какое-то движение. Например, движение камеры, вот как вот в данном случае, пролет камеры над ландшафтом. Или какое-то движение персонажа, то есть там поднимает руку, поднимает чашку кофе, поворачивает голову, развиваются волосы, там закрывает глаза и улыбается или еще что-то. Подсказка должна быть очень детальная, то есть достаточно большая вот такая вот. И такую подсказку писать достаточно сложно. Как нам можно упростить этот момент написания подсказки? Есть вот такой вот ресурс, который называется Hugging Face Chat. И здесь есть некоторый набор моделей. Вот такая вот модель Qwen 2.5.72b Instruct, она вполне хорошо работает и можно ей пользоваться. Более того, здесь есть системный промпт. Нажимаем по вот этой шестеренке. Здесь мы можем прописать вот такой вот системный промпт. У меня здесь достаточно большой и содержит некоторые примеры. Я вам этот системный промпт приложу на Boosty. Вы сюда просто пишете этот промпт, нажимаете New Chat, вот так у вас открывается новый чат. Ссылку я вам опять же приложу на Boosty, или можете вот так по видео посмотреть. И здесь пишем то, что мы хотим видеть. Мы можем написать вот такую вот простенькую подсказку: пролет камеры между заснеженных горных хребтов. Нажимаем вот сюда вот отправить и получаем промпт. Достаточно быстро он выдает нам подсказку, основываясь на том системном промпте, который мы ему записали. Здесь мы нажимаем кнопку копировать, переходим обратно в наш Config, вот сюда вот нажимаем Ctrl-A, чтобы все выделить, и Ctrl-V, чтобы вставить нашу новую подсказку. Нажимаем Q и дожидаемся генерации. Просто обратите внимание на скорость генерации. Я сейчас еще записываю видео, то есть у меня еще есть ограничение по скорости, потому что веб-камера у меня 4К снимает, то есть это достаточно серьезное ограничение. И вот смотрим, то есть видео практически вот в реал-тайме создается. То есть вот такое вот у нас видео получилось. Опять же, мы можем заново нажать Q, и у нас генерируется новое видео, уже похожее, но будет другое. То есть вы можете их потом там нашивать, можете взять отсюда последний кадр, и последний кадр уже потом в image-to-image подставлять, и у вас получится такое длинное видео. Давайте посмотрим на другие настройки. Здесь у нас используется frame rate, это 25 кадров в секунду, поэтому видео вот такое плавное получается. Дальше следующий узел, это Empty LTX V Latent Video, то есть это латентное пространство, размер его. То есть размер нашего видео, то есть 768 на 512. И дальше мы указываем количество кадров и количество генераций, то есть batch size. В данном случае у нас одна генерация будет происходить. У нас будет размер видео 97 кадров. И у нас будет размер изображения 768 на 512. Смотрите, не обязательно использовать такие параметры. Ниже я приложил вот такой вот узел. Он в принципе только для информации. Здесь есть пресеты. Кастом нажимаем и можем выбирать вот такие пресеты. Смотрите, это доступные пресеты
пресеты на LTX видео. То есть мы, например, можем выбрать 1056×640 и 57 кадров. Это вот от разработчика заявленные как бы пресеты для генерации. 57 кадров, кстати, не обязательно, можете и больше поставить, и тоже изображение разрушаться там в хлам не будет, как на некоторых там других видеогенераторах. Там, допустим, вот есть определенное количество кадров, и больше ставите, все, начинает все разрушаться. Здесь нет. Здесь вы можете 57 поставить, может 97 поставить, и тоже будет генерация нормальная, но если вы поставите там, скажем, 150 кадров, то потребление видеопамяти возрастет. Вот здесь я даже ставил 153 кадра. Единственное, я ставил очистители видеопамяти, чтобы у меня просто не было вылета, потому что видеопамять забивается очень сильно, если кадров будет очень много. К-сэмплер. Здесь мы можем выбрать тип сэмплера. Эйлер — это сэмплер по умолчанию, он работает достаточно хорошо, но также вы можете поэкспериментировать, там выбрать, например, DDIM или еще какой-то другой сэмплер, может быть, вам что-то больше понравится. Далее переходим вот в этот узел, это планировщик. Здесь мы выбираем количество шагов для генерации, 30 шагов, это приемлемое значение, можете поставить даже 20, тогда у вас генерация будет быстрее. Вообще на исходном workflow, который был вот к этому LTX видео, там стояло, я помню, 20 шагов, вот в этой схеме стоит 30, но это экспериментировал, мне не показалось, что качество прям сильно вырастает. Но я не стал здесь менять, оставил именно 30 шагов. Если вам критично по времени генерации, то можете поставить там 25, 24, может даже 20 шагов генерации. Остальные параметры здесь без изменений. Это кастомный планировщик от LTX Video как раз таки. И далее все вот эти вот параметры, они идут в сэмплер. Custom Sampler — это стандартный сэмплер из стандартного набора Conf.ua. Здесь мы можем зафиксировать сид, тогда у нас генерация повторяться, скажем, не будет. Если вы ничего не меняете, нажимаете Q, то у вас генерация не будет повторяться. Если нажимаем рандом, то у вас всегда будет генерация каждый раз новая. CFG параметр, он влияет на изображение сильно. Если вы его повышаете, то изображение становится таким более мультяшным, более, скажем, рисованным. Если вы CFG понижаете, то оно становится более такой похожим на видео. Но вот параметр 3 CFG — это как раз таки оптимальный параметр для такой вот фотореализма. Ниже понижать точно не стоит, а вот выше можете попробовать, если у вас там какой-то мультфильм, например. Но опять же, на слаженность изображения, на слаженность видео это не повлияет. Это повлияет только на отрисовку на саму. Теперь давайте закинем сюда вот это workflow с image to video. Вот такой вот workflow, и оно очень сильно похоже на то, что мы только что видели, но здесь у нас добавляется еще изображение. В остальном, в принципе, все то же самое, те же самые модели, те же самые сэмплеры, латенты, и планировщик тоже тот же самый сэмплер custom, и также вот выводится у нас видео. Почему здесь у нас узел стоит Save Animated, а не привычный какой-то узел для приведения сегментации в видео, да, который мы там часто используем? Вот этот вот узел работает просто быстрее. Он быстрее переводит сегментацию вот в это вот видео в формате WebP. WebP, кстати, очень качественный формат, но он просматривается не везде. Давайте я открою папку с примерами, которые я приложу вам на Boosty. Зачем эти примеры, кстати, вам будут нужны? Вы можете взять любой пример и вот так вот закинуть тут в рабочее пространство. Закидываем и смотрим подсказку, смотрим изображение. Можем, в принципе, прям повторить это изображение, если нажмем Q. Можем на другом сиде его сделать, можем подправить подсказку, поэкспериментировать. В общем, просто для того, чтобы вы понимали, какой примерно промпт использовался для генерации вот такого вот видео. Давайте нажмем Q, посмотрим, что у нас получится. Ну, вот такое вот у нас видео получается, достаточно неплохо работают всякие вот эти эффекты с огнем, с какой-то магией, с водой, кстати, брызги воды, wave, там вот этот шторм, тоже очень здорово работает, пролеты камер очень здорово работают, эффекты освещения тоже могут работать нормально, волосы нормально развиваются, скажем, повороты головы более-менее, улыбка вот эта вот отрабатывает, то есть такие вот эффекты можно использовать. Также вы можете перейти на вот эту вот страничку, где вы скачивали модель, и нажать здесь Model Card, то есть посмотреть информацию. И здесь есть примеры подсказок. Вот эти вот примеры подсказок вы можете вот здесь раскрыть, и подсказку вот отсюда прям можете забрать, попробовать что-то повторить. Вот здесь, например, фьорда, там заснеженные, тоже можете взять вот так вот эту подсказку скопировать для примера, да, чтобы ориентироваться в этих подсказках. Но можете ориентироваться на мои видео, там тоже достаточно много различных вариантов, то есть можете просто так закидывать их, смотреть, как вообще просмотреть вот эти видео в формате WebP. То есть если вы вот так вот щелкнете, да, у вас может, наверное, не открыться изображение, но если вы выберете открыть в браузере, любой браузер, там Chrome, он поддерживает эти форматы. Вот такое вот видео я просто уже по умолчанию выбрал открывать именно
в веб-браузере, поэтому эти видео у меня прям сразу открываются в веб-браузере. Друзья, в общем-то, вот такое вот у нас небольшое видео. Этого всего, в принципе, достаточно, чтобы этим всем пользоваться. Поэтому будем заканчивать. Если вам, еще раз напоминаю, интересны мои курсы по Automatic Forge Config, я вас приглашаю на них на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под видео. Там же есть контакт администратора. На этом всем хорошего настроения, удачной генерации. Все, всем пока.